Приветствую всех гостей канала «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, как научиться отпускать от себя взрослых детей, так сказать, вовремя убирать родовую энергопуповину. Пословица гласит: «Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки». Но часто мы, того не сознавая, сами создаем эти проблемы с детьми. Важно осознавать, где проходит их личностная граница, чтобы они могли отделиться и взять ответственность за собственную жизнь. Вспомним японскую поговорку «Ребенок– гость в доме». Рано или поздно он уйдет, и это правильно, так положено. Возможно, вам придется даже подтолкнуть его, скрипя сердце, как птицы выталкивают птенцов из гнезда, чтобы те научились летать. Иначе рискуете однажды осознать, что ваш инфантильный взрослый ребенок стал таким лишь из-за вас. Тема урегулирования отношений взрослого человека со своим пожилым родителем сегодня очень распространена. Некоторые родители хотят вовлеченности ребенка в свою жизнь с тем, чтобы получать от него финансы, общение, помощь, заполнение своего времени. Нужно психологически отпустить детей, дать им возможность жить своей жизнью, хотя порой бывает трудно это сделать. Хочу поделиться рекомендациями для родителей, чьим детям пришло время вылетать из гнезда. Постарайтесь увидеть взрослого человека в своем ребенке. Самый любимый аргумент пожилых родителей, не желающих отпустить своих детей, это то, что для них они всегда останутся детьми, сколько бы лет им ни было. Скажем, дочь или сын уже стали специалистами в какой-то области, повидали мир, а для мамы он или она все равно деточка, котик. Может, в небольших количествах это и приятно, однако при таком обращении взрослый человек чувствует себя неадекватно. Конечно, у вас больше жизненного опыта, чем у вашего ребенка, но количество опыта и способность к самостоятельности– это разные вещи. И вы очень поддержите своего ребенка, распознав и признав в нем его взрослость, то есть способность решать проблемы, справляться с жизнью, самостоятельно принимать решения. Сделав это, вы окажетесь на равных отношениях, как взрослый со взрослым. Как бы ни было тяжело, нужно отпустить ребенка во взрослую жизнь. В конце концов, уход из родительского дома– это нормальный этап взросления. Не надо воспринимать это как трагедию. Примите факт старения. Отказаться от идеи, что я молода, продуктивна и курирую новую жизнь, порой трудно. Но время идет, и в жизни наступает следующая страница, связанная со зрелостью и старением. Многим сложно принять эту реальность, потому что она заставляет нас столкнуться с проблемами одиночества, смерти, смысла своей жизни, вопросами, на которые у многих матерей нет удовлетворительных ответов. В этом случае забота о ребенке становится очень удобным поводом не встречаться с этими сложными и пугающими аспектами человеческого существования. А отделение выросшего ребенка снова заставляет человека задавать себе эти вопросы. Если вам трудно принять свой возраст, поищите позитивные примеры людей, гармонично переживающих старость, и постарайтесь стать похожими на них. Начните интересоваться духовными учениями, читать книги по философии, религии, психологии, саморазвитию. Вы не нуждаетесь в помощи, чтобы хорошо жить. Иногда, чтобы увидеть себя на равных со своим ребенком, нужно отказаться не только от позиции всезнающей и опытной, но от позиции зависимого, несчастного, покинутого, неспособного к самостоятельному существованию человека. Особенно это касается матерей-одиночек, которым трудно заботиться о себе, потому что не хватает навыков справляться с проблемами, например, вызвать сантехника или врача на дом. Часто родитель воспринимает жизнь ребенка как свою собственность и считает, что время, силы и доходы ребенка принадлежат ему как благодарность за то, что родитель в свое время воспитал его.
Однако такая позиция влечет нарушение в развитии личности ребенка, который не получает возможности жить своей жизнью и реализовывать свои собственные цели. В конце концов, жизнь человеку дает не родитель, а Бог. Родитель заботится о новом человеке до того времени, пока он не становится способным позаботиться о себе сам. У выросшего ребенка своя жизнь и свой путь. У него нет общего проекта с родителем. Они не партнеры. И если родитель требует, чтобы ребенок вкладывал средства в строительство дачи или делал ремонт в квартире, или строил совместный дом с родителями, это проявление нежелания отпустить его. Позвольте ребенку совершать ошибки и учиться на их последствиях. Очень часто матери переживают от того, что в жизни их ребенка не все складывается удачно, как должно быть. Появляется стремление взять вину на себя, сожалеть о каких-то ошибках. Иллюзия того, что если родитель все сделает правильно, то ребенок проживет благополучную жизнь, приводит к невротичному состоянию матери. Каждый человек учится жизни на своем собственном опыте, и ребенок у любых родителей будет совершать ошибки и иметь некоторые проблемы в жизни. Суть развития человека в том, чтобы научиться справляться с разными сложными ситуациями и в результате этого опыта стать более зрелым и сильным, выработать новые качества характера. Поэтому сложные ситуации и приходят в жизнь каждого человека. Если родитель ограждает ребенка от встречи с проблемами и решает их за счет собственных ресурсов, родитель забирает у ребенка возможность взрослеть и развиваться. Мягко ограничьте свою заботу. Есть такая поговорка: помочь страждущему от голода можно двумя способами. Можно выловить рыбу и дать ему, но в скором времени ему снова захочется есть. А можно дать ему удочку и научить его самого ловить рыбу. Когда ребенок превращается во взрослого человека, очень важная функция родителя состоит в том, чтобы научить его самого ловить рыбу, то есть заботиться о себе. Это касается заботы о внешнем виде, особенно для девушек, заботы о собственном здоровье, способности общаться с государственными органами, чинить сломанные вещи и так далее. Предлагайте свою помощь, но будьте готовы принять отказ. Дайте знать, что к вам в любой момент можно обратиться с вопросом, и очень скоро вы почувствуете себя востребованным. Откажитесь от упреков, обвинений и требований. Наиболее распространенная проблема молодых состоит в том, что они чувствуют перед взрослыми родителями болезненные чувства вины. Это вина за то, что они не оправдали ожиданий, за то, что они не такие, как хотели бы этого их родители. Чувство вины и неполноценности разрушительные для психики состояния, которые подрывают уверенность человека в собственных силах, способности принимать правильные решения, иметь свое мнение, идти своим путем. Поэтому, прежде чем упрекать своего ребенка в недостаточной заботе или обвинять его в эгоизме, подумайте, хотите ли вы наполнить его сомнениями в себе, или вам все же хочется, чтобы ваш ребенок был сильной, успешной личностью? Вместо того, чтобы требовать, выразите пожелание, вежливо попросите. Ребенок обычно хочет как-то помочь родителю, что-то для него сделать, но по собственной инициативе, не из состояния вины, а из состояния любви и благодарности. Не отбирайте у него такую возможность, позвольте ему жить так, как ему хочется. Сохраняйте связь с ребенком, давайте поддержку в трудной ситуации. Даже если ваш ребенок стал самостоятельным и живет отдельно, заботясь о собственной семье, ему все равно нужна связь со своими родителями. Это не каждодневная связь, но и не только по праздникам. Помните, что слова поддержки всегда останутся для взрослого ребенка одной из самых мощных движущих сил его внутреннего мира. Если человек переживает сложную ситуацию, скажите, что вы верите в его способность справиться с этим,
что вы всегда будете рядом. Когда человек уже самодостаточен, то родителю может показаться, что он больше не нужен своему ребенку. Да, не нужно обеспечивать его материально, но вы всегда будете нужны ему как источник любви и поддержки. Говорите ему об этом. И позвольте ребенку тоже выражать свою любовь не через материальные проявления, а эмоциями и словами. А со стороны родителя нужна готовность принять эту благодарность. Уделите время себе. Займитесь здоровьем, впустите свежую струю в жизнь. Период взросления детей может стать важным этапом для осуществления своих желаний, которые, возможно, были забыты или заброшены. Поменяйте работу, откройте собственное дело, придумайте себе хобби, иностранный язык, танцы, фитнес, живопись, путешествия автостопом, что угодно. Это не только отвлечет от грустных мыслей, но и подтолкнет к дальнейшему развитию. Заведите домашнего питомца. Это хотя бы отчасти утолит потребность о ком-то заботиться. Чтобы отпустить сына или дочь, надо занимать себя заботой о себе, ставить для себя цели и их достигать. Только тогда можно спокойно отпустить своего ребенка в его самостоятельную жизнь. Новые отношения с повзрослевшими детьми лучше строить на доверии и принятии. Чтобы остаться близкими друг к другу и сохранить теплую и уважительную связь, лучше отказаться от контроля и желания вмешиваться в жизнь детей. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Какой у вас опыт отпускания детей из родительского гнезда? А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!